Привет! В этом видео я расскажу, как решить проблему с жестким диском либо SSD диском, если он перестал определяться в проводнике. То есть заходим в проводник, мой компьютер, и его не видно. И при этом, если он в диск менеджере в Windows, определяется вот таким образом. Если мы видим по нашему диску вот такую надпись: «Исправен защитный раздел дисковых пространств». Или на английском эта же самая надпись может быть таким образом: healthy, а в скобочках storage spaces protective partition. То есть это одна и та же надпись, одна и та же проблема, просто в зависимости от того, на каком языке у вас операционная система Windows. Как решить эту проблему, если наш диск случайно стал защитным разделом дисковых пространств? Эту проблему можно решить, но, к сожалению, мы потеряем данные, которые есть на жестком или SSD диске. Но, по крайней мере, мы восстановим полностью работоспособность, и диск снова будет определяться в проводнике. Итак, давайте начнем. У меня сейчас нет такого диска с проблемой. Вчера я решил эту проблему, и теперь мой диск определяется как нормальный диск. Но давайте предположим, что у нас есть некоторый диск, например, вот этот 6-й диск, который мы будем восстанавливать. Я покажу, как это сделать. Но покажу на примере рабочего диска, но вы просто делаете то же самое, как будто бы у вас вот такая надпись. Делать это буду на своем примере этого диска, но у вас здесь будет вот такая надпись. Просто я уже решил у себя эту проблему и заново не хочу создавать такой диск, поэтому покажу на этом примере. Разницы нет никакой. Итак, для начала, когда мы видим такой диск, нам нужно зайти, собственно говоря, в управление дисками. Для этого нажимаем на клавиатуре клавишу Windows плюс R и вводим английскими символами диск mgmt. Такую команду нажимаем ОК, и у нас открывается управление дисками. Либо можно по-другому нажать Windows плюс X на клавиатуре, выбираем здесь управление дисками, открывается вот такое окно. Здесь мы находим диск, с которым проблема. Здесь у меня все нормально сейчас, но у вас будет вот такая проблема. Далее нам нужно, это окно мы не закрываем. Далее нажимаем Windows плюс английское R. И вводим команду diskpart. И у нас открывается вот такое окно. Далее нам нужно будет вводить постепенно некоторые команды. Первую команду, которую мы введем, называется list пробел диск. Нажимаем Enter, и мы видим все диски, которые есть на нашем компьютере. У нас проблема с диском 6, то есть запоминаем номер диска, с которым у нас проблема. Сейчас на примере 6-го диска я делаю, поэтому запоминаю число 6. Вам нужно будет запомнить именно тот диск, у которого, здесь вот в предыдущем примере тоже 6-й диск, поэтому будем делать на этом примере, показываю. Вы также запоминаете номер диска здесь в диспетчере дисков, номер диска, с которым у вас проблема. Вот он у нас 6-й. Далее вводим команду select пробел диск пробел и вводим номер проблемного диска. И нажимаем Enter. Мы выбрали сейчас наш проблемный диск для дальнейшей работы. Далее следующую команду мы вводим
list, пробел, partition. Мы сейчас должны с помощью этой команды получить разделы диска. То есть у нас любой диск может еще быть разделен на несколько партов, частей. В моем случае это одна часть, у вас может быть, и здесь вот показал, что один раздел, у вас может здесь, скорее всего, будет несколько разделов. Например, раздел 1, раздел 2, раздел 3, раздел 0 и так далее. В моем случае один раздел. Далее мы вводим команду select, пробел, partition. Пробел и вводим все вот эти разделы, которые у вас вот здесь будут. У меня один раздел, у вас будет 0, 1, 2, 3, там сколько-нибудь, может тоже один. У меня, так как у меня один, я начинаю с первого, у вас если несколько, начинаете с самого верхнего 0, 1, 2, пока вводим команду 1, ну либо 0, самую первую у вас, и нажимаем Enter. Мы выбрали первый раздел диска 6. И далее нам нужно ввести команду delete, пробел, partition, пробел, overwrite. Такую команду. Нажимаем удалить. И теперь видите, наш проблемный диск стал определяться. Ну, то есть он стал черным. Это значит, что он перестал быть защитным разделом. Он стал обычным новым диском. Как будто бы вы купили диск новый в магазине и только что подключили его к компьютеру. Это вот когда я удалил один раздел, так как у меня один раздел. Если у вас больше разделов, то удалили один раздел нулевой, теперь повторяете команду select partition, и дальше идем. У вас, например, 3 части было, вы сначала ввели 0, потом ввели delete partition, удалили первый раздел, потом 1, то же самое ввели команду delete partition, override, потом 2, и так пока вот здесь все, которые будут, вот здесь все разделы, пока вы все по одному, каждый раздел не удалите с помощью команды select partition. И выбираете 0, 1, 2. То есть понятно, надеюсь. Сначала смотрите, сколько у вас здесь разделов. И далее выбираете вот этой командой select partition, выбираете, начиная сверху по одному. Сначала нулевой, потом первый, второй, и сколько у вас есть. Выбрали, например, первый. Потом сделали эту команду, удалили. Потом повторяете команду select partition, вводите, например, 2 здесь. Далее вводите команду delete partition, override и так далее, пока не удалите все разделы, которые здесь есть. Если у вас один раздел на этом диске, то, соответственно, все, мы закончили. Можно закрывать это окно. Теперь у нас как будто бы подключен новый диск, как будто бы из магазина. Здесь его еще не будет, нам нужно ему дать букву. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши, создать простой том, далее, выбираем какую-нибудь букву, которой нет здесь. Форматируем.
идет форматирование, и все. Наш диск стал исправен и стал обычным диском. То есть пропала вот такая надпись. И в проводнике у нас вот он отобразится. Но данные, естественно, мы потеряем, потому что форматирование. Если не хотите потерять данные, можете попробовать восстановить диск с помощью программ, данные с помощью программ по восстановлению, например, Get Data Back Pro, но у меня не получилось. В моем случае, который был вчера, вот с таким вот диском, у меня не получилось восстановить данные. Помог способ только, который я описал в этом видео, через командную строку. На этом все. Всем пока.